Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сейчас грибная пора, и я решила предложить вашему вниманию блюдо, которое могут все приготовить. Оно довольно простое. Это блюдо жаркое из грибов, мяса с картофелем. Для приготовления жаркого нам понадобится примерно килограмм картофеля, 300-400 грамм любого мяса на ваш вкус, одна большая луковица и грамм 300-400 лисичек или любых других грибов, которые вам нравятся. Друзья, поскольку я готовлю в духовке, то сначала буду закладывать первую часть продуктов. Это лук, мясо и грибы. На дно чугунной утятницы я налью растительное масло, чтобы покрыть дно. Наливаю масло. И перьями нарезаю лук. В утятницу выкладываю нарезанный лук, а сверху лука нужно добавить лисички. Лисички у меня среднего размера, и крупные я на 2-3 части разрежу, а остальные выкладываю поверх лука. Друзья, это блюдо можно готовить и на плите, на варочной поверхности, какая у вас есть, газовая, индукционная, электрическая, тут не важно. Главное ваше желание приготовить это блюдо. Вот здесь у меня кусочек мяса, примерно где-то грамм 300-400. Я его нарезаю тоже на не сильно мелкие, средние кусочки. Вот где-то такие выкладываю. Там, где есть жирок, можно отдельно срезать и нарезать его помельче, чтобы при жарке он в шкварочки превратился. Все, мясо нарезано. Добавляю его сюда к грибам. Вот как это все смотрится. Теперь я это все поперчу и посолю. Солю где-то вот так. Взяла чайную ложку соли. Пока так. Потом добавлю, когда картошка еще будет. И посыплю перцем. Чуть-чуть, немного. Сверху сбрызну еще маслом. И ставлю утятницу в духовой шкаф на режим конвекция вверх-вниз. Температура 200 градусов, примерно на полчаса. Нам нужно, чтобы грибы пустили сок, чтобы лук отдал свой аромат грибам и мясу. Итак, на полчаса 200 градусов, режим вверх-вниз, конвекция. Вот так зажарились грибы с мясом. В течение получаса. Теперь в жаркое с грибами и мясом я добавляю картофель. Картофель необходимо посолить. Опять добавляю примерно чайную ложку соли. И перемешиваю его сначала как бы верхний слой между собой, а потом
перемешиваю его вместе с мясом и грибами, чтобы мясо и грибы, их сок обволакивали картофель. Обязательно добавьте в жаркое зелень укропа. Укроп замечательно дополнит вкус блюда. Перемешаю. И теперь, друзья, для того, чтобы жаркое было сочным, хотя грибы и дали свой сок, но тем не менее, для того, чтобы картофель успел приготовиться, нам нужно добавить воды. У меня тут 400 мл воды. Я добавляю. Перемешиваю. И пробую на соль. Вот эта наша водичка должна быть вкусной, то есть подсоленной. Соли я добавлю еще. Вы добавляете по вкусу, как вам больше нравится. И перемешаю опять грибы с картошкой и мясом. Я добавила в жаркое все, что нужно было. И теперь на полчаса ставлю утятницу в духовку. Опять при той же температуре 200 градусов. Режим вверх-вниз конвекция. Друзья, прошло время. Я достала картошечку с грибами и мясом. Вот так наше жаркое выглядит. Сразу после того, как я его достала, еще тут немножечко кипение продолжается. Сейчас я его перемешаю. Как видим, жаркое, сочное, ароматное. Аромат такой, что не передать словами. Надо срочно пробовать. И еще, друзья, очень важно перемешивать периодически жаркое, когда оно находится в духовке. И крышкой мы жаркое не накрываем. Ну что, красота, правда? Осталось попробовать эту вкуснятину. Накалываем картошечку, кусочек мяска. Пробую. Ну, вот такая вкуснятина. Я попробовала, очень вкусно. Желаю вам приготовить такое же блюдо и насладиться его вкусом. Ну, а я, как всегда, вам говорю, до скорых вкусных встреч. Спасибо за подписку всем, спасибо за лайки, комментарии. Вкусных вам блюд, приятного аппетита, до новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.